Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам реальную историю из моего детства. Я давно хотел поделиться этой историей, но почему-то всегда откладывал это на потом. Эта история 100% правдивая, но она немножко шокирующая. Я делаю это не для кликбейта, просто я думаю, что это интересная история, которая может вам понравиться. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, как вы знаете, я вырос в России, в Сибири, и я вырос в небольшом городе, который называется Иркутск. Это не маленький город, но не большой. И когда мне было 11 лет, я был в 6 классе. И в это время мне на день рождения подарили новый мобильный телефон. В то время мобильные телефоны – это было что-то необычное. Понимаете, это было что-то волшебное. И я помню, что тогда я пришел в школу, и я хотел показать моим друзьям мой новый телефон. И все были в восторге от этого, да? В восторге. Мы говорим восторг. Да, восторг. Все такие вау, да? Они были в восторге. И, конечно, я тоже был очень в восторге от моего нового телефона. Все хотели посмотреть на него, посмотреть его функции. И, конечно, в то время, когда я ходил в школу, в нашей школе тоже было много нехороших детей, или, как мы называем их, гопники. Я думаю, что вы наверняка слышали о таких людях. Как вы видите здесь, на этой картине, да, это я, счастливый, с моим новым телефоном. Я думаю, что это был Sony Ericsson или что-то типа того. Это мои одноклассницы, они тоже такие, вау, новый телефон. А здесь гопники, они увидели, ага, новый телефон, хорошо. У нас есть работа. Если вы не знаете, что любят делать гопники, гопники любят забирать телефоны у других детей обычно, или они даже их воруют. То есть они берут телефоны, которые, когда никто не видит, да, но часто они забирают телефоны. В общем, эти гопники увидели мой телефон, да, и они поняли, что у них есть работа. И через несколько дней я и мой друг, мы возвращались домой со школы. Мы шли вместе по улице. Это была улица недалеко от школы, но это была очень пустая улица. Да? Пустая. Это значит, что на этой улице не было никого, не было людей. И я и мой друг, мы вместе идем со школы домой вечером. Это, как вы видите, зима. Сейчас немножко холодно. И есть только свет от фонарей. Да? У нас есть фонари вот здесь. В общем, мы счастливые. У нас все хорошо. Это был прекрасный день в школе. И мы счастливые возвращаемся домой. Но потом, когда мы шли домой вместе с моим другом, к нам подошел один мальчик. Он был выше нас ростом, и он был старше нас. Нам было тогда 11 лет, но я думаю, что этому мальчику было 16 или 17 лет. Он подошел ко мне и спросил меня: «Эй, у тебя есть позвонить?» Да, позвонить. Так они всегда делают. Сначала они спрашивают, если у тебя есть телефон, чтобы позвонить.
Я уже не первый раз говорю с гопниками, поэтому я говорю ему: нет, у меня нет позвонить. Но после этого случилось то, что я не ожидал, и мой друг не ожидал. Этот гопник, он достал пистолет и направил его на меня вот так. Он сказал мне: да, давай мне свой телефон, давай мне его сейчас. И я и мой друг, мы были в шоке, да, и я думаю, что логично в этой ситуации дать телефон этому человеку, этому гопнику и сказать: вот телефон, пожалуйста, не трогай меня. Но что я сделал? Да. И когда он вытащил пистолет, он направил на меня пистолет, а потом он его обратно спрятал к себе в куртку, да, вот так, вы видите, в карман. И он направил его на меня. Да, я не могу показать здесь пистолет, потому что YouTube заблокирует мое видео. Может быть, уже демонетизирует, не знаю, потому что я говорю про это. Я вместо того, чтобы отдавать ему этот телефон, я начинаю его успокаивать. Успокаивать. Да, то есть я говорю ему: тихо, тихо, все хорошо, не надо нервничать. Да, а он говорит мне: давай мне свой телефон, я сумасшедший, да, сумасшедший. Вот, и он говорит: я тебя убью, если ты не дашь мне телефон. Мой друг стоит, он в шоке, он не знает, что делать, он просто молчит, он открыл рот, и он смотрит и дышит тяжело. Я не знаю почему, я был очень спокойный. Я говорил ему: эй, все хорошо, не надо конфликта, давай поговорим. Вот. И это продолжалось примерно 2 минуты. Да? 2 минуты мы так с ним говорили, он говорит: дай мне телефон, да? Но он спрятал, да, пистолет. Он показал его и сразу спрятал. Я говорю: тихо, тихо. Вот. Но потом к этому человеку пришел, к этому гопнику пришел его друг. Да, вот мы тут нарисуем его друга. Да, тоже такой гопник. Вот. И он сказал ему: эй, там идут люди. Вот, то есть там, на эту улицу, где не было никого, там шли люди. Вот. И эти люди, они, как сказать, они могли увидеть меня, увидеть этого гопника, что он хочет забрать у меня телефон. Поэтому они не хотят такие проблемы. И когда он это сказал, они убежали. То есть они убежали. После этого я и мой друг, мы пришли в себя, мы такие: да, то есть шок прошел, да. Мы говорим прийти в себя. Прийти в себя. Да, мы пришли в себя, шок прошел, и мы такие: и мы быстро-быстро побежали на остановку, да, автобусная остановка. Да, мы побежали очень быстро, наше сердце, да, очень быстро билось так. Вот. И потом, когда мы сели в автобус, мы ехали молча, да, молча. Потому что мы не могли говорить, у нас был шок, да, мы молчали, мы ничего не говорили. Вот. После этого, я помню, я вернулся домой, я рассказал моим родителям о том, что случилось. Мой папа сказал: нужно найти этих людей, звонить в полицию. Я не помню, звонили мы в полицию, нашли мы их, этих гопников или нет, я не помню. Но интересно, что многие люди сказали мне, что это был не настоящий пистолет, да, потому что часто они используют пистолет как зажигалка. Вы знаете, чтобы когда куришь, да, и ты можешь так зажигать, да, может быть, это был пистолет-зажигалка.
Но, тем не менее, в этот момент я не знал, это настоящий, не настоящий, но я видел пистолет, который был направлен прямо на меня. Вот. Интересно, я думаю, что если бы эта ситуация случилась со мной сейчас, то я бы, конечно же, отдал ему телефон, потому что жизнь важнее телефона. Но мне тоже интересно, что в тот момент я не испугался. Да, я не испугался, я был спокойный, и я с ним разговаривал. Вот такая история из моей жизни, немножко личная. И расскажите в комментариях, были ли у вас какие-то такие очень экстремальные ситуации, опасные ситуации. Можете написать в комментариях, нам тоже это интересно. Вот. И мне тоже интересно, как ваша жизнь. В общем, спасибо, что слушали. И, друзья, как обычно, если вы смотрите этот канал первый раз, можете поставить лайк. Если вы смотрите второй раз, тоже ставьте лайк. Если вы смотрите уже много раз, то подумайте, если вам это правда нравится, и вы уже поставили лайк и подписались на канал, то, может быть, надо поддержать меня на Патреоне, вот здесь. Там мы получаем транскрипцию к этому эпизоду и к другим тоже разные интересные штуки, и вы поддерживаете мою работу. Вот. А также большое спасибо всем патронам и суперпатронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея и Брюсли. Спасибо вам большое, друзья. Будьте аккуратны, будьте в безопасности. До скорого и пока-пока.